3, 2, 1, go! Уже не раз затрагивал тему Undertale мужской лицензии. Симулятор друга и Everhood уже отвесили игре свой поклон. Какой же разговор нести тогда о второй части... Чем Deltarune точно отличается от Undertale, так это сильным скосом в сторону более привычных пошаговых RPG. Стенка на стенку, и теперь у ваших персонажей есть более толковые навыки, в то время как Undertale был больше bullet hell'ом. Графика не изменилась, набор персонажей тоже не особо поменялся. Новых действующих лиц можно пересчитать по пальцам одной руки, но во второй главы есть пара уникальных особенностей. События этой игры буквально идут на следующий день после первой главы. То, что вы делали в первой части, имеет значение, но не особо. Скажу сразу, победа над Джевелом будет лучше, если вы нацелитесь на доспех вместо оружия. Вскоре поясню почему. Отправляемся на поверхность. Все по большей части то же самое, разве что у вас появляется центральный хаб. Там располагаются теперь знакомые по первой главе NPC. Здесь есть небольшие челленджи, крафт-эквипы. Заодно вводят слегка обновленную суть пощады против борьбы. Как я уже сказал, в первой части толком не имело значения, деретесь вы с врагами или пытаетесь подружиться. Здесь же, если пробьетесь мирным путем достаточно раз, то ваш враг будет рекрутирован и появится в вашем центральном замке. Если вы же пробиваетесь насилием, то ваша связь с оппонентом будет навсегда разорвана, от чего вы станете сильнее, но рекрутировать и подружиться уже не получится. Заодно теперь гораздо лучше видно, когда врага можно будет пощадить, благодаря новой шкале. То есть игра обновилась, дабы у уже существующих механик было больше смысла и ясности. Ваше оборудование полностью перенесется из предыдущей главы, поэтому если ваши запасы велики, то вхождение будет совершенно простым. Кое-что, однако, сделали сложнее. Теперь механика Грейс стала приносить меньше TP. Грейс — это когда вы душой чуть ли не задеваете снаряды. Даже с особыми предметами не чувствуется такого же прироста, что и раньше. Теперь легче накапливать TP через блоки. Пазлы тоже остались примерно на том же уровне, что и в предыдущей главе. В лучшем случае у вас будет легкое недоумение поначалу, а потом вы будете щелкать все как орешки. Как только мы встретим определенного персонажа в качестве нового играбельного, тогда начинается ядро игры. Встретив Неэль одну, отделившись от своих, она присоединится к вам в качестве нового члена группы. По большей части она клон Рельсея. У нее слегка сильнее заклинание сна, так как это заклинание действует глобально, и заодно у нее есть боевой спелл, что замораживает врагов и стоит довольно дешево. В итоге ваш путь вперед, назад до самого конца. С Неэль проходит во многом так же, как и с другими друзьями. Полностью отличается от того, как вы проходили до этого со своими друзьями. Главное не давать Крису добивать. Все должна делать Неэль, притом строго замораживать каждого встречного. На вашем пути снова будут минорные пазлы. На вашем пути не будет ни одного пазла. Да, всякие забавные NPC. Все NPC пропадут, кроме двух, и вы обязаны получить то, что у них есть. А затем, когда ваши друзья снова повстречаются на вашем пути, Неэль навсегда покинет вашу активную пати. Не забудьте забрать ее серебряные часы себе, на них очень хороший бонус. Последняя локация с друзьями — это что-то типа того сегмента, как в конце первой главы, где вы по этажам штурмуете замок главзлодея, разведывая все закоулки. Никоим образом не похоже на то, что было в первой главе. Замок полупустой и проход линеен. Нет магазинов и способов похилиться, кроме ранее набранных предметов и пунктов сохранения. Последний босс больше своя мини-игра на реакцию в стиле панч-аут, где надо именно драться. Босс-битва с королевой полностью игнорируется. Вторая глава в целом намного проще, чем первая. Вторая глава в итоге сложнее первой во второй половине. Снова есть опциональный босс. Есть новый обязательный босс. Это Спамтон Нео, но он гораздо проще Джевела, и от него надо отстреливаться в похожей манере, как в битве с Метатоном из Undertale. Вы деретесь против него с Сьюзи и Рельсеем. Вы деретесь против него один. Отчего битва довольно простая. Отчего битва довольно сложная. Вы теряете возможность адекватно использовать предметы и атаковать в то же самое время. Но вам хотя бы дают закупиться булками перед битвой. Еще у вас два дополнительных навыка в бою. X-атака, что наносит несколько раз больше урона, чем обычная по таймингу, и лечение на 100
120 хп. За победу над ним дают хорошее оружие для Криса и таинственный кристалл, притом указывается их число, а значит он будет не один. Ничего не дают, зато под конец этого пути вы сами станете намного сильнее. Эта игра так и осталась довольно простой, если особенно сравнить с Undertale. Даже там были свои сложные обязательные моменты. Здесь же все довольно просто на полном пацифисте и очень просто на боевом пути. Последние данж и босс оказались довольно челленджевыми, в остальном даже проще простого. Поэтому в итоге вторая глава Deltarune это все-таки story мод, но на грани с модерн. Вместе со Спамтоном Нео это как раз и заслуживает модерн. Deltarune это модерн тир, обязательная схватка со Спамтоном Нео в одного как раз таки дает хотя бы один, но такой необходимый в игре челлендж. Он убил меня! Зараза. Фрайд Пипис, срочно. Да ладно, одними только глазками. Фак. Как? Эти глаза бьют так больно. Надо их первыми убивать. Сиди Бейгл должен съесть, я думаю, это даже полезнее. Окей, я сделал это. Что есть Пипис, это вот эти вот снаряды. А что конкретно они значат, даже знать не хочу сам. Окей, good. X/, пам-пам. Holy shit. Хочи мама, опять же. Окей. Еще пытом не нашел. Пау-пау. Окей. Давай. О, четко. Делали это специально? Нет. Ему осталось 39. Есть. Пау-пау. Пипис? Меня? Он сам себя ударил, есть. Если он просрал ход, это очень хорошо. Хорошо, у меня есть опять на X/, пау-пау. Я сделал это! Тифы в купальнике, иди посмотреть, да.